It's time to hunt. Всем привет, друзья, с вами Зак, и сперва небольшое объявление. Помните, на прошлой неделе я говорил, что мы хотим запустить чат, где бы мы с вами могли общаться, обмениваться мнениями, ну а в целом посетители нашей группы ВКонтакте могли бы легко найти себе друзей и напарников для совместной игры в динамической очереди. Так вот, сегодня мы его запускаем. Запускаем мы его на базе мобильного приложения Palaringa. Ссылку на скачивание вы найдете в описании к данному видео, а также она всегда будет закреплена в ссылках в нашей группе ВКонтакте. Заходите, регистрируйтесь, я там уже создал чат нашей группы, найти его можно легко по названию Лига Легенд от Зака, да и ссылка на чат есть опять-таки в описании к этому видео. Но и это еще не все. В ближайшую субботу и воскресенье примерно с 18 и примерно до 23 часов по московскому времени я буду в чате, где мы с вами сможем общаться вживую. Также мы планируем проводить конкурсы в эти дни в чате. Мы будем разыгрывать коды на Riot Point. Мы еще не придумали, как мы их будем разыгрывать, так что все подробности будут в субботу после 18 часов вечера. Обязательно приходите. Но сейчас просто регистрируйтесь, присоединяйтесь к нашему чату Palaringa, общайтесь, ищите тиммейтов для игр и, конечно же, играйте. Ну а теперь к делу. Сегодня у нас гайд по Джангл Нидали. Еще одному чемпиону, которому пришлось по вкусу изменения джангл предмета на магов. Смотреть мы будем за игрой Рейновера, лесника команды Immortals, хотя многие, конечно, его помнят до сих пор по игре за Fnatic в прошлом сезоне. Обычно я делаю гайды для низкого эла, но сегодня выпуск исключения. Нидали очень сложный в освоении чемпион. Чемпион с очень высоким скиллкапом. Он не такой простой и прямолинейный, как Валибир или Мастер И. Если вы зайдете на сайт OpGG и посмотрите статистику по Нидали в среднем по всем лигам корейского сервера, то увидите, что ее винрейт где-то в районе 72 места. Однако, если вы посмотрите винрейт Нидали только в Diamond лигах корейского сервера, то увидите, что она второй чемпион по винрейту. Почему? Ну, хотя бы потому, что игра за Нидали на Low Elo обычно выглядит примерно вот так. Да, трудности с этим чемпионом начинаются с самого начала чистки леса. Нидали чемпион, способный чистить лес со скоростью Удира, при этом перемещаться по карте быстрее, чем Удир, при этом выдавать урон больше, чем Удир, а главное быстрее, чем Удир. Но не верите? Тогда кликайте по аннотации и перейдете на ролик от корейского игрока Шай, который на Нидали в соло, без помощи команды, в кастом игре забирает 5 лесных кемпов за 1 минуту и 20 секунд. Это просто нереальная скорость чистки леса. Удиру такая просто не снилась. Конечно, для всего этого нужно научиться играть за Нидали. Нажатием одной кнопки, как в случае с Удиром, тут не обойдешься. Давайте еще раз посмотрим, как Рейновер забирает свой первый баф. Ловушки расставлены заранее. Далее он ставит еще одну ловушку перед самим мобом и бьет его автоатакой. Пока моб прикован к месту из-за того, что наступил в ловушку, Рейновер автоатакует его в форме человека. Затем он обращается в кошку, перепрыгивает ловушки и наносит урон своими обилками в форме кошки. Пока обилки перезаряжаются, он обращается вновь в человека, отходит, моб вновь попадает в ловушки и вновь замирает на месте. Рейновер бьет его автоатаками с безопасного расстояния. Затем, когда кулдауны в форме кошки вновь откатились, обращается обратно и снова бьет моба обилками. Да, это непросто, это сложно, но если вы хотите играть за Нидали, это нужно уметь делать. Это нужно не только для фарма леса без потерь здоровья. Вы должны чувствовать ваши кулдауны в обеих формах, чтобы на все 100% уметь использовать их в бою и на ганках, ибо там тот же самый принцип. В чем причина высокого винрейта Нидали? Сейчас ее в лесу играют, собирая в чистого мага, но мага затанкованного, с большим количеством резистов и достаточным уровнем здоровья. Плюс она мобильный маг, способный словно Диана с одного прокаста впрыгнуть в бой и выщелкнуть вражеского мага или стрелка и убежать в закат, виляя хвостом. К этому добавляются все ее традиционные плюсы, которые я озвучивал в своих предыдущих обзорах на этого чемпиона.
Быстрая и безопасная чистка леса из-за АОЕ скиллсета и встроенного хила, высокая мобильность, мы можем быстро перемещаться по карте и перепрыгивать тонкие стенки, сокращая расстояние. Хороший состейн, то есть даже потеряв здоровье на каком-нибудь ганке или в ранней стычке, мы можем легко отхилиться без нужды бэкаться на базу, тратя на это время и теряя заработок и опыт. Она идеальный контр-джанглер, быстро прибегает, быстро забирает лес и быстро убегает. Особенно она унижает всяких медленно чистящих лес утилити танков вроде Амуму, Наутилусов, Рамусов, Сиджуани и так далее. У нее высокий паук ее копьями, она хороша как в осаде, так и в обороне. Врага, которому на пол уровня здоровья прилетело копье в лицо, его явно не затянет давить вас под вашу вышку. У нее есть хил и баф на скорость атаки для очень быстрого взятия башен. Тем более, что можно бафать своего союзного стрелка. То есть, если он тащит, бафайте его, лечите его, и все ваши тимфайты будут выиграны им с вашей помощью. Давайте рассмотрим, как всего этого добиться. Начнем с рун. Вариантов рун на Нидали достаточно много. Я расскажу, пожалуй, самый базовый, такой основной, который чаще всего берут. В красных берем урон. Он берется для начальной чистки леса, потому что все-таки на первых этапах у Нидали с чисткой леса достаточно большие проблематика. В клинтах берем силу умений. Все-таки мы будем сильным магом. В желтых берем здоровье, растущее с уровнем. Это очень важно. Да, мы теряем часть нашей выживаемости до 6 уровня, но 6 уровень Нидали, который фармит лес очень быстро, берет очень также быстро. 6, 7, там 7,5 минуте вы его уже возьмете. Но зато потом это здоровье нам очень пригодится. В синих мы берем снижение времени перезарядки наших способностей, растущее с уровнем, ну или просто микс из рун на КДР и магического сопротивления. Таланты 12.0.18. Да, именно, упор на танковетку. Почему? Все ради финального таланта, дающего нам 300 единиц здоровья. Сила древних. Это, как я уже не раз говорил, очень голд-эффективный талант. Просто нереально голд-эффективный. Он, руны на здоровье и вот часть нашей сборки – это основа нашей выживаемости в стычках. Ибо как много бы мы не закидывали врагов копьями, нам все равно придется прыгать в гущу боя и попадать под вражеский фокус. Кроме силы древних в дефенсовой ветке берем реген здоровья в первом тире, блок во втором, скорость бега у нас и так в принципе с бафом от джангл предмета достаточно. В третьем тире берем здоровье, далее снижение времени перезарядки способностей призывателя, то есть нам флэш и смайт в принципе неплохо бы уменьшить время перезарядки, затем увеличение резистов для того, чтобы не умирать, когда мы будем прыгать в толпу врагов. Ну а в атакующей ветке, понятное дело, берем урон от силы умений в первом тире, палку о двух концах во втором, в третьем тире на самом деле пофиг что, ну а в четвертом тире берем урон по целям, находящимся под замедлением или в контроле. Раскачка скиллов. Тут все довольно просто и традиционно. Упор делаем на кушку. Это наш основной урон как в форме человека, так и в форме кошки. Вторым раскачиваем ешку. Это повышает наш АОЕ урон и наш отхил. Кроме того, к моменту, когда мы начнем качать данный скилл, нам уже как раз таки придется ломать вражеские вышки. Помните, что наш хил, как я уже говорил, это еще и скорость атаки. Не стесняйтесь его прожимать просто ради этого. В последнюю очередь качаем нашу вешку. Ловушки и прыжок дамажат слабее в сравнении с кушкой и ешкой, да и применять их просто ради урона не всегда целесообразно. То есть наша W это в чистом виде тактический спелл. Сборка. Стартуем с талисмана и фласки. Апгрейд для мачете это либо сабля дуэлиста, если вы собираетесь убивать вражеского лесника, либо апгрейд, дающий возможность установки вардов, который покупает Рейновер обычно в своих играх. Он больше специализируется на отжимании у вражеского лесника его лесного фарма, то есть на контр-джангле. А для безопасного контр-джангла нужно много вардов, чтобы всегда знать о всех перемещениях вражеской команды. Второй апгрейд лесного предмета это, конечно же, руническое эхо, дающее нам и максимум ability power в слот, и увеличение скорости бега, что для нас очень-очень важно. После сборки джангл предмета покупаем ионийские ботинки на снижение времени перезарядки наших способностей. Вторым крупным предметом покупаем Роа. Этот предмет очень сильно бафнули в последнее время, и теперь он дает очень много силы умений. Ну а кроме всего прочего, он дает нам заветных 500 здоровья после того, как настекается. После этого предмета покупаем два обязательных предмета на резисты. Это Жоня и это Абиссал. Данные предметы дают нам серьезную прибавку и к урону, и к магическому сопротивлению, и к броне, что вкупе с нашими талантами на здоровье, рунами на здоровье и Rod of Ages дает нам очень много эффективного здоровья, чтобы переживать какой-то изначальный вражеский урон до того, как мы успеем убежать. Кроме того, активка Жони, я уверен, будет спасать вашу жизнь не раз и не два. Ну и Абиссал, разумеется, еще сильнее увеличивает наш урон, давая нам магическое пробивание. После
этих предметов покупаем Рабадон, то есть максимизируем наш урон. Ну и в глубоком лейте, там минуты после 40-й, 45-й, меняем Абиссал на Void Staff. В любом случае вражеская команда закупится в предметы на магическое сопротивление, и Void Staff нам будет явно не лишним. Все, ребята, вот это наиболее оптимальный core билд на Jungle Nidalee. Максимум урона при максимуме растанкованности. Следующий аспект, на котором бы мне хотелось сфокусировать ваше внимание, это необходимость фармить. Nidalee сейчас играется через очень дорогую сборку. Роа, Рабадон, Жоня – это не дешевые предметы, поэтому, чтобы быть эффективным по ходу игры, нужно много фармить. В данной игре Рейновер ни минуты не тратит зря. Видит вражеского лесника на ботлейне, забирает его в верхний лес. Прогнал вражеского лесника на базу из своей половины леса, тут же забрал его нижний лес. Причем, обратите внимание, забирает вражеский лес, он везде расставляет свои собственные варды и убирая вражеский вижен. В данной игре Рейновер нафармливает 100 крипов уже к 16 минуте. Это очень и очень хороший показатель для лесника. В заключение поговорим о тимфайтах, ибо с ними у большинства игроков возникают такие же проблемы, как и с начальной чисткой леса. В тимфайтах наша задача вносить тонны урона, не подставляясь под фокус вражеской команды. Вы должны быть терпеливыми, стоять позади танков и кидать копья, не лезть вперед своего фронтлайна. Вы должны подождать, пока тимфайт завяжется, и в какой-то удачный момент, возможно, вы попадете копьем, впрыгните в тимфайт, выполните прокаст, и если фокус вражеской команды переключится на вас, а он обязательно переключится, на кошку агрятся все поголовно, выпрыгнуть и начать убегать. Как только враги поймут бесперспективность попыток вас догнать, вы выходите из формы кошки, подхиливаете себя, бафая на скорость атаки, кидаете в гущу тимфайта ловушку, если это, конечно, возможно, или просто снова начинаете кидать копьями, стараясь попасть в уязвимую цель. Если попали, вновь впрыгиваете в тимфайт, делаете прокаст в форме кошки и возвращаетесь к пункту 1. Повторять до победы в тимфайте. На самый крайний случай у вас всегда есть активка Жони, которую вы можете прожать в случае, если вас поймали в какой-то софт-контроль или же вот-вот поймают в хард-контроль. Выполнять такие маневры, конечно же, непросто. Для этого нужно много тренироваться. Впрочем, если тимфайты у вас не идут, тимфайты это не ваше, то вы, конечно же, в любом случае можете сыграть в сплитпушер. То есть вы можете просто начать перемещаться по боковым линиям, снося вышку за вышкой. Nidalee сплитпушит очень хорошо. У нее AOE скиллсет, особенно с AOE уроном с нового рунического эха. Она очень быстро сносит вышки благодаря ускорению скорости своих атак. И если за вами отправят команду на вашу зачистку, то вы просто начинаете убегать в форме кошки. Догнать вас практически невозможно, никто на это не способен. Главное при сплитпуше не забывать вардить. Тут вам как раз поможет лесной предмет, дающий вам варды. Ну и смайт вражеских волков, который дает вам дополнительный вижен в чужом лесу, тоже пригодится. На этом, ребята, все. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился, и вы обязательно попробуйте этого непростого чемпиона в лесу. Если, конечно же, ее игровой стиль вам подходит. Не забывайте про наш чат, вступайте, регистрируйтесь, приходите в субботу в 18 по московскому времени, где я расскажу вам, как мы будем разыгрывать наши призы, где мы с вами будем общаться вживую и очень долгое время. Ну и в любом случае, даже сегодня, даже завтра заходите в чат, находите себе друзей для игры в динамической очереди. В конце концов, я надеюсь, посетители в нашей группе более-менее представляют адекватное российское комьюнити, русскоязычное, комьюнити. В общем, играйте в Лигу Легенд, и да пребудет с вами удача в Солоку. Пока!